Привет, дорогой слушатель! Наверняка, когда-нибудь вы хотели остаться одни хотя бы на несколько дней. А как насчет 30 лет? Ведь самая страшная пытка – это одиночество. И эта история как раз про такого отшельника. В один день 50-летний итальянец Мауро Моранди устал от жизненной суеты и решил серьезно изменить свою жизнь. Он взял и покинул свой родной город Модену и отправился на катамаране в Полинезию. Начиналось все просто отлично. Добравшись до моря, он погрузился на катамаран и пустился в плавание. Оно, правда, оказалось короче, чем хотелось. Суденышко с поломанным двигателем и невредимым Мауро вынесло на сушу. Вот что сам Мауро рассказал об этом событии. Еда заканчивалась. На 10-й день мне стало страшно. Казалось, шторм никогда не утихнет, и я не смогу достать себе пропитание. Но все обошлось. 5 лет назад я привез на остров холодильник. Приправить его сюда на лодке мне помогли друзья. Сейчас еду, которую мне привозят друзья или туристы, я могу хранить очень долго и не переживать за какой-то шторм. Сначала я не понимал, на какую сушу я попал при кораблекрушении. Оказалось, что это островок размером в 1600 квадратных километров с красивым пляжем розового цвета и зарослями можжевельника. Тут не было ни души, за исключением смотрителя, да и тот на днях собирался в отставку. Потерпевший кораблекрушение Мауро подумал, да и решил остаться здесь, на острове Будели. Сменил смотрителя, а заодно и свой род деятельности. Он был пенсионером и бывшим учителем физкультуры, а сделался Робинзоном, хранителем острова. Случилось все это около 30 лет назад. За это время отшельник успел изучить названия всех соседей по острову, от растений до немногочисленных животных, а также распугать немало пляжников-нелегалов, отдыхающих на розовом песке. От одной компании даже пришлось обороняться кулаками. Нарушители были вооружены шезлонгами и надувными кругами. Да, это был страшный бой. И делает он это не просто так. У него есть причины оберегать розовый пляж под названием Спьягия Росса. Еще в 90-х власти признали его объектом особой важности и ограничили сюда доступ курортников. Впрочем, приехать сюда можно было и с экскурсией. Обычно они бывали летом. А вот зимой штормило. Да так, что Мауро приходилось проводить по 20 дней в одиночестве, без свежей провизии и новостей с большой земли. 2 месяца в году он покидает остров и проводит это время на материке, гостит у дочерей. Остальное время Мауро живет на острове, где работает смотрителем. Живет он в старой ветхой хижине, наследстве от прежнего смотрителя. На ее крыше стоит солнечная батарея и антенна Wi-Fi, а внутри стоит холодильник. Генератор, набор инструментов, планшет и камера – это примерно все богатство сеньора Моранди. Вот что еще он смог рассказать для нас с вами. Остров Будели – заповедник. Сюда запрещено ввозить крупный рогатый скот, поэтому у меня нет коровы. Мое хозяйство – это несколько кур. И еще есть 2 кошки, которые защищают мои запасы от грызунов. У меня есть цистерна для дождевой воды. Я использую ее для мытья посуды и чтобы принимать душ. Летом дождь приходится ждать по несколько недель. Цистерна пустеет, и я вынужден ходить грязным. Если вы живете на необитаемом острове, нужно будет привыкать к тому, что душ – это роскошь. Зимой из-за холода о нем вообще можно забыть. На острове Будели практически нет проселочных дорог, зато полно скал и обрывов. Раньше я передвигался по острову на мотоцикле, но потом от него пришлось отказаться. Слишком уж опасно. До появления мобильных телефонов даже простая прогулка здесь была рискованной. Сломай ногу, и никто никогда не узнает, где ты. Сейчас же все иначе. Мой стол достаточно скромен. Паста, хлеб, свежие куриные яйца и бокал вина в день. Знаете, мне бы такой стол. Мое хобби – это чтение, от греческих философов до Диксона и Шопенгауэра. А второе хобби – это скульптура. Из покореженных можжевеловых стволов Мауро делает статуи и продает туристам, а деньги жертвует на благотворительные проекты по всему миру. Также Моранди ведет Инстаграм и уже издал книгу со своими фотографиями. Уважаемый зритель, сейчас на экране вы можете увидеть розовый пляж. Вот вам интересный факт.
Виновниками розового цвета называют микроорганизмы, которые обитают на песчинках. По другой версии, все дело в мелких обломках раковин. Вот что еще смог рассказать нам Маура. Как я только приплыл на остров, мне казалось, что я не выдержу одиночества. Но мои опасения были напрасны. Мне хорошо наедине с собой. Было сложно жить без женщины, но даже к этому я привык. Когда ты живешь среди людей, убежать от себя очень легко. Можно пойти в тренажерный зал или в кино. Но если ты живешь на необитаемом острове, тебе не остается ничего другого, кроме как принять себя. Как-то раз в море поднялся сильный шторм. Он длился целых 10 дней. Из-за непогоды я не мог добраться до Большой Земли, чтобы купить продукты. Так что мне пришлось питаться сухарями, яблоками и куриными яйцами. Эти бури его не особо волновали, но в 2016 году над его головой грянул гром, и пролились житейские хлопоты. У острова сменился хозяин, а у Маура – работодатель. Компания по недвижимости Нуэва Галура продала остров Будели новозеландскому бизнесмену. А немногим позже итальянские власти объявили остров частью нацпарка Ла-Мадалена. В этом же году должность смотрителя хотели убрать, а Маура вернуть домой на родной полуостров. Но тут пришла помощь. Соотечественники объявили сбор подписей под петицией требованием оставить бессменного отшельника на его работе. Администрация пошла навстречу, и Маура по-прежнему живет на острове. В данный момент он занимается своими блогами. Время от времени отчитывается о жизни на острове фотографиями и видео в Facebook и Instagram. Также Маура говорит: «Мне 79 лет, и я чувствую себя хорошо, но понимаю, что так будет не всегда. Через несколько лет мне придется перебраться поближе к цивилизации. На свои сбережения я куплю дом на побережье. После многих лет на острове я не смогу жить без моря. Здесь я чувствую себя в безопасности. Этот остров предлагает полную защиту. Никаких рисков. Никто сюда не приземляется. Ни одна лодка не проплывает мимо». Итальянец посоветовал окружающим читать книги и пытаться заглянуть вглубь себя. По его словам, многие боятся остаться наедине с собой. Когда вы анализируете свою жизнь и смотрите на происходящее под разными углами, вы можете прийти к выводу, что впустую прожигаете жизнь, или вдруг осознать, что совершали дурные поступки и были плохим человеком, рассуждает он. По мнению Моранди, благодаря карантину у людей появилась возможность проанализировать и изменить свою жизнь к лучшему. Однако он считает, что только единицы воспользуются этим шансом. Основная масса слишком привыкла находиться в зоне комфорта и вести бестолковый образ жизни, подытожил он. Моранди верит, что природу нужно не только ценить, но и любить. Ведь с ней все так же, как и с человеком. Ведь любят не за внешнюю красоту, а за характер, чувства, эмоции. Именно в сопереживании вы становитесь частью человека, а он в свою очередь частью вас. С природой абсолютно так же. Такая вот история. И я надеюсь, что она вам понравилась. Напишите в комментариях, смогли бы вы жить на таком острове, лет так 30. Если вы хотите помочь каналу, поделитесь видео с друзьями. А на этом все. Всего доброго, приходите снова.